Добро пожаловать, друзья, на канал Фактограф. Сегодня мы отправимся в захватывающий мир самых необычных медуз. Это будет удивительное подводное путешествие, где мы познакомимся с уникальными созданиями, которые обладают невероятными формами, цветами и способностями. Готовы ли вы увидеть медуз, которые светятся в темноте, выглядят как фейерверк и свежеприготовленная яичница, достигают более 2 метров в диаметре и медуз, которые знают секрет бессмертия? Давайте вместе исследуем этот фантастический мир и узнаем, какие удивительные секреты скрываются за красочными формами этих загадочных созданий. Садитесь поудобнее и поехали! Фиолетовая полосатая медуза – Кризаора колората. Редкая, плохо изученная и удивительно большая. Так коротко хочется описать эту водную жительницу. Фиолетовая медуза обитает в основном у побережья Калифорнии, в заливе Монтерей. Диаметр ее зонтика достигает 70 сантиметров. На нем имеется узор из полосок. По окраске медузы можно определить ее возраст. Молодые особи почти бесцветны, но со временем на парашютообразном куполе появляются темные полосы, которые постепенно покрывают тело полностью. Невероятно длинные щупальца фиолетовой медузы вырастают до 2 метров. Если к ним притронется человек, то на коже останется ожог, напоминающий след от удара плетью. Ожог не опасен, но болит и заживает долго. Медуза цветочная шляпка Олиндиас формоза. Если вы вдруг будете проплывать возле Тихоокеанского побережья Японии и случайно заметите необычно красивый водный цветок, то это может быть вовсе не цветок, а медуза – цветочная шляпка. Для медуз этого вида характерно зависание в неподвижности вблизи дна в мелководных районах. Окрас медузы изменчив, он может быть светло-желтым, голубоватым, фиолетовым, красным или почти белым. Главным ее отличием является наличие на полупрозрачном зонтике тонких темных полос. Диаметр зонтика взрослой особи достигает 16 сантиметров. Также медуза выделяется своими розовыми щупальцами, которые расположены не только по краю зонтика, но также и по его верхней поверхности, почти до самой вершины. Колокол Намура. Немопилема номурай. В Восточно-Китайском и Желтом море обитает невероятно гигантская медуза – колокол Намура. Он может достигать свыше 2 метров в диаметре и весить более 200 килограммов, а ее щупальца вырастают до 5 метров. Это невероятно. Животное напоминает комок спутанных волокон из центральной части плода тыквы, свисающей из 2-метрового колокола, поэтому медузе дали второе название «львиная грива». Эти гигантские существа приносят существенный ущерб дальневосточной рыбной промышленности. Попадая в рыбацкие сети, они путают их, а при попытке распутать снасти рыболова нередко бывают ранены токсичными стрекалами. Яд не смертелен, но жалит очень больно. Можно сравнить с раскаленным утюгом. Корнирод. Рицистома пульмо. Медуза-корнирод – это, наверное, последнее существо, которое мы хотели бы встретить, отдыхая возле Черного или Средиземного моря. Но если увидите, то точно ни с кем не перепутаете. Размер медузы зависит от ее возраста. Некоторые особи вырастают до внушительных 60 сантиметров в диаметре. Вес может достигать 10 килограммов. Верхняя часть медузы состоит из крупного мясистого колпака, который имеет почти непрозрачный молочно-белый, лиловатый или голубоватый оттенок. Под куполом расположены отростки в виде мелких корешков, которые похожи на корневую систему ветвистого дерева. Эти отростки являются подобием пищевода, ведь рта у медузы нет. Так животному дали название корнирод. В отростках расположены стрекательные клетки, которые жалят как крапива. Медуза жареное яйцо Картиларидза тоберкулата. Эта водная жительница, безусловно, притянет внимание каждого. Ее внешний вид действительно напоминает жареное яйцо на сковородке с румяными краями и желтком в центре. Живая яичница может вырастать до 35-40 сантиметров в диаметре. В нижней центральной части медуза имеет толстые щупальца, длина которых, как правило, не превышает нескольких десятков сантиметров. Эти отростки слабо ядовиты. Поэтому между ними часто можно увидеть маленьких рыб, прячущихся или путешествующих вместе с медузой. Медуза-яичница обитает в Средиземном, Адриатическом и Эгейском море. Также ее особенностью является то, что она может передвигаться самостоятельно, не полагаясь на волны. Медуза Туритопсис дорнии.
Считаете, что бессмертия не существует? Эта медуза докажет вам обратное, и это вовсе не игра слов. У Туриопсис дорнии действительно есть механизм вечной жизни. Она может размножаться и при этом не умирать. Дело в том, что после продолжения рода медуза не стареет, а молодеет и запускает новый цикл жизни. Как Туриопсис дорнии еще не заполнили собой всю землю? Все просто. Их либо съедают хищники, либо они заболевают какой-то смертельной болезнью и живут всего несколько месяцев. Но теоретически Туриопсис дорнии может жить вечно. С виду эти медузы ничем не примечательны. Они имеют колоколообразную форму с максимальным диаметром около 4,5 мм. Взрослые особи имеют примерно 80-90 щупалец и выделяющееся брюшко ярко-красного цвета. Волосистая цианея – Саянея капиллата. Медуза с львиной гривой – одна из самых больших медуз в мире. Ассоциацию с гривой или с копной волос вызывает скопление 1500 щупалец у медузы под зонтиком, разделенных на 8 секторов. На протяжении жизни цвет наряда цианеи меняется, переходя от оттенков желтого спектра в молодости к фиолетовым тонам во взрослом состоянии. Взрослые особи выглядят очень колоритно, купол по центру желтый, в то время как края имеют красный оттенок. Обычно цианеи не достигают больше 50-60 сантиметров, но встречаются экземпляры с диаметром купола около 2 метров и огромными щупальцами, вырастающими до нескольких десятков метров в длину. Цианея предпочитает холодные воды, поэтому встречается за полярным кругом, а также в северной части Тихого и Атлантического океана. Тихоокеанская морская крапива Кризаора фушешенс. Очень эффектная красотка с длинными тонкими щупальцами обитает в водах Тихого океана у западного побережья США, Мексики и Японии. Колокол этих медуз вырастает максимум до 60 сантиметров в диаметре и имеет характерный золотисто-коричневый цвет с красноватым оттенком. Длинные спиралевидные белые ротовые отростки и 24 волнистых бордовых щупальца могут тянуться сзади на расстояние до 4,5 метров, иногда отрываясь щупальца плавают в море, сохраняя способность жалить около 2 недель. Ожог этой медузы похож на ярко-красный тонкий рубец от удара хлыстом. Он вызывает раздражение, но редко бывает опасным. Но благодаря своей хорошей приспособляемости и красивым цветам, морская крапива очень популярна для содержания в аквариумах. Медуза Айкуареа виктория. Это не медуза, а фантастика. Посмотрите, как она светится. Биолюминесцентная медуза Айкуареа виктория встречается вдоль североамериканского западного побережья Тихого океана, от Берингового моря до Южной Калифорнии. Животное почти полностью прозрачное и бесцветное, из-за чего его трудно заметить. Край колокольчика окружен неровными щупальцами. У взрослых особей их количество достигает 150. Щупальца содержат нематоцисты, которые помогают захватывать добычу, но при этом они не опасны для человека. Эти медузы наиболее известны благодаря обнаруженному в их организме зеленому флуоресцентному белку GFP. В клетках медузы GFP работает в тандеме с другим белком, который излучает синий цвет. GFP поглощает этот цвет и излучает зеленый. Но зачем глубоководной медузе Айкуареа виктория светится зеленым светом? Ученые до сих пор не поняли. Белая пятнистая медуза Филоридза пунктата. Этот вид распространен в южном регионе Тихого океана, на Гавайях, в Австралии, на Карибах и в Мексиканском заливе. Средний диаметр колокола белой пятнистой медузы составляет 45-50 сантиметров, но в водах Персидского залива они вырастают до необычно больших размеров, свыше 60 сантиметров в диаметре. Ожоги, вызываемые этими медузами, слабые и не являются опасными для человека, но эти создания представляют угрозу для рыбной промышленности из-за того, что сметают весь планктон на своем пути. Ведь каждая особь этого вида может пропускать через щупальца около 13 тысяч литров морской воды в сутки, заглатывая при этом большое количество планктонных организмов, мальков рыб и некрупных пелагических животных. Медуза фейерверк Алитрифич мааси джелли. Это прекрасное создание обитает на глубине от 1,5 до 5000 метров. По последним данным ученых, это существо чаще всего встречается на архипелаге Ревилья-Хихедо, Нижняя Калифорния, Мексика.
Там не так давно исследовательская группа на EV Nautilus столкнулась с Alitriphes massijelli и показала миру это чудо. Гипнотизирующе красивая медуза при освещении выглядит как взрывающийся глубоководный фейерверк. На таком большом расстоянии от поверхности недостаточно освещения, чтобы цвет медузы можно было различить невооруженным глазом. Только при искусственной подсветке. Ширина колокола представителей этого вида достигает 55 мм. Внешняя сторона зонтика округлая и гладкая, а от тела отходит около 70 щупалец разных размеров. Редкая глубоководная медуза Stygiomedusas gigantea. Эта хищная медуза-фантом обитает так глубоко в океане, что встреча с ней действительно является чудом для исследователей. В 2021 году американским морским биологам из института Мбари удалось заснять ее на видео. Съемка была сделана при помощи дистанционно управляемого подводного аппарата на глубине 975 метров в заливе Монтерей в Калифорнии. Stygiomedusas gigantea напоминает огромную шляпу, от которой тянутся длинные шарфы из шелка. Ширина этой шляпы составляет около 1 метра, а 4 щупальца простираются на 10-метровую длину. Ареал обитания медузы распространяется на весь мир, кроме Северного Ледовитого океана. Однако она живет слишком глубоко, чтобы люди могли часто с ней встречаться. Глубоководная медуза атолла. Это кровавое существо можно встретить во всех морях и океанах на глубине от 1000 до 4000 метров. Выглядит медуза немного пугающе, но вам не стоит переживать, что вы можете случайно столкнуться с ней. На поверхность, где могут плавать люди, медуза не поднимается. Кстати, поэтому ее сложно изучить. Атолла обладает суперспособностью под названием биолюминесценция. Она умеет светиться в темноте. Светится медуза, когда видит, что к ней приближается хищник. Поступок на первый взгляд глупый, но на самом деле атолла свечением приманивает врагов для хищника. Пока те будут драться, она быстренько убежит. Хитрюга. Внешне атолла напоминает космический корабль с 20 щупальцами, среди которых краевые укороченные и одно длинное, предназначенное для ловли добычи. На этом у нас все, друзья. Это были 13 самых удивительных медуз, встречающихся в наших океанах. Делитесь с нами в комментариях, какая медуза вам понравилась больше всего.